Друзья, всех приветствую. Рассмотрим с вами матчи Лиги Европы. Три встречи. Это поединок Банника против Легии, это Шерифт против Утрехта и Левский против Браги. Еще будут ставки. Обязательно смотрите, подписывайтесь. Если мы берем с вами Легию, то они провели матч против Актобе. Забили в каждом матче по голу и сыграли на 0 в обороне. Это большой плюс. И плюс была такая игра еще на Суперкубок Польши, где команда сильнее оказалась Леха 1-2. То есть, в принципе, сейчас Легия на ходу, и мы видим, что все получается. Получается не только забивать, но и на 0 играть в обороне. По поводу команды Банник здесь немножко тяжелее ситуация, потому что они провели определенные матчи товарищеские, готовясь к сезону. Стартовали они матчем против Богемианца, проиграв 1-0. То есть непонятно, каким образом Банник планирует за счет чего Легию обыграть. Равный матч, в котором равный состав, примерно одинаково команды играют. Возможно, чуть Легия более остро свои моменты создает. Но первая игра, она такая пристрелочная. Я думаю, что рассчитывать на большое количество голов точно не стоит. Давайте рассмотрим, что Легия не проиграет. Тотал меньше 3,5 за коэффициент 2,07. Это все ординары. Не думайте, что это я экспресс составляю. Все дублирую себя в телеге. Далее, следующая встреча, это Шерифт против команды Утрехт. Утрехт у нас играл товарищеский матч, но мы понимаем прекрасно, что голландский чемпионат в разы сильнее, чем чемпионат Молдовы, поэтому даже если где-то Утрехт там проигрывал в товарищеских матчах, в официальных все будет совсем иначе. Команда Шериф последнюю игру провели в своем чемпионате против Петрокуба 0-0, а первый раунд завершился тоже проходом, благодаря домашней встрече переиграли Приштину со счетом 4-0. Но во второй встрече 2-1 уступили. В принципе, этого было достаточно. Поэтому Шериф, по идее, команда, которая может забивать, но при этом может быть такая ситуация, что Утрехт уже с первой игры покажет, что шансов у Шерифа никаких нет, и забьют там 2-3 гола, и все на этом. А может быть, наоборот, Шериф покажет яркую игру, забьет 3-4, и здесь тоже удивляться будет нечем. Я думаю, что целесообразно ординар рассмотреть такой, как фолы, больше 22,5 за коэффициент 1,91. Ну и еще один матч, это Левский против команды Браги. Здесь также очевидно, что португальский чемпионат в разы сильнее болгарского. Левский у нас предыдущий раунд проводили против команды ХПЛ из Израиля. Еле-еле каким-то образом прошли дальше по пенальти, причем были удаления в обоих матчах. Забегая вперед, еще как вариант, там ординара можно будет потом рассмотреть фолы. Но пока такие котировки недоступны, будем такие брать более классические варианты. Все-таки Брага, я думаю, что будет доминировать. Они товарищеские матчи проводили против Сельта, побеждали, переиграли Панатинаикос, Марьеренсе. Ну и в принципе мы видим голы, а значит будет результат. Поэтому, как по мне, здесь оптимальным вариантом будет победу Браги взять. Тотал меньше 4,5 за коэффициент 2. То есть команда, наверное, с первой игры уже покажет свои мышцы, постарается сделать все, чтобы во второй игре дома спокойно, на расслабоне, перед своими болельщиками показать красивый футбол, ну и, возможно, даже также победить. Почему бы нет? Такие три ординара не буду дублировать. Здесь еще раз говорить, что я выбрал все, продублирую в Telegram. Поэтому всем удачи.